Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами декорируем шары в покраске. Все очень просто и легко, но получается очень оригинально. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня продолжение уроков по декору, и мы будем декорировать крашеную заготовку. Заготовки я крашу сама, и вы часто задаете мне вопрос, где их найти. Вот мой инстаграм, вот здесь крашеные заготовки, вы заходите и вы видите все. Я еще не успела все выложить, но по мере возможности буду все выкладывать. И также бантики, которые я сегодня буду использовать. Конечно, я буду подбирать под заготовки, которые крашу, но можно что-то заказать заранее и мне об этом сказать. Я постараюсь сделать. Я буду использовать стразы разного размера и подклеивать я буду на клей уху. Для удобства перелила в аппликатор. И пользуюсь силиконовым или парафиновый карандаш, кто как его называет. И здесь выбираете грани, которые будете украшать вы уже сами. Ну, конечно, слишком крупные камни не надо. Вот у меня, вы видите, здесь разных размеров. Это по вкусу. Кому нравится больше, кому меньше. Но я делаю вот разные грани. Я наношу клей. И каждый раз я показываю, как клеить, и все равно задают вопросы. Я нанесла клей, немного подождала 3-4 секунды, и только потом я подклеиваю камень. Вот я подклеила. В этом случае ваш камень, клей из-под камня не выползет и не испачкает вашу заготовку. Перехватываю вот эту паутинку. Здесь я нанесу сразу. Вот паутинки, видите, у меня здесь в руке. Немного подождала и подклеиваю. В этом случае у вас получится все чисто и аккуратно. Я люблю подклеивать камни разного размера, но это кому как нравится. Вот здесь у меня шов, это середина. Расположение также каждый выбирает сам. Вот, наверное, я в середину один большой камень подклею. Нанесла клей, поймала паутинку, подождала и подклеиваю камень. Все получается чисто и аккуратно. Если у вас здесь большой камень, то можно взять, не надо клеить слишком маленькие, чтобы они красиво смотрелись, а то получится один большой камень и совсем маленькие, как-то они не совсем сочетаются. Поэтому подбирайте соразмерно. Вот видите, я примерила, не подходит, значит беру другой. Конечно, работа кропотливая, все идет медленно, но зато у вас все будет чисто и красиво. Вот. И здесь мне хочется, чтобы у меня 2 ромбика были украшены. Как я уже говорила, камни подбираете по размеру, как вам нравится. Поймала паутинку, вот я ее пальчиком придерживаю. Так, примерила, мне этот камень не нравится, вот чуть-чуть побольше. И так продолжаю работу. Декорируем грани, которые мы считаем нужными задекорировать. Можно, конечно, все грани задекорировать. Это уже кому как нравится. Я буду показывать разные варианты декора, не только стразами. И продолжаю работу. Игрушку я задекорировала произвольно, где мне хотелось, там я приклеила камни. И бантики, которые я делаю, я оставляю длинные хвостики, чтобы каждый мог под себя подобрать и вот, вы видите, вот подрезать именно как ему хочется, насколько длинный ему хочется вот этот хвостик. И я подрежу под углом.
И, конечно, обработаю огнем с одной стороны и с другой стороны. Вот теперь мой бантик смотрится просто идеально. И теперь подклеим бантик. Бантик обязательно подклеиваем посередине. Вот смотрим, где у нас шов. И наносим клей. Я наношу достаточно много клея. И ровно подклеиваю бантик. Еще раз все проверяю. И подклеиваю. И, конечно, даю закрепиться. И когда подклеиваете бантик, не надо его укладывать. Некоторые клеят бантики, они просто лежат на игрушке сверху. Вот вы видите, они у меня под углом и красиво смотрятся. И здесь я буду подклеивать цветок побольше. Вот я подготовила. Делается точно так же, как мы делали вот эти цветки, только здесь я еще подклеила маленькие стразы. Это делается очень легко. Берется клей, просто наносится клей по кругу стразины вот этой большой. Так, сейчас уберем клей. И теперь подбираете маленькие стразы и просто вот так подклеиваете их. Ничего сложного. Так как цветочек большой, мне хотелось добавить еще немного блеска сюда. Продолжаю работу. И в середину цветочка я добавлю немного красных пятнышек. Можно использовать лак для ногтей. И наношу я это зубочисткой. И продолжаю работу. И сюда же из белой ленты я добавлю флажок. Примерю. Я всегда несколько раз примеряю. Если меня все устраивает, так подклеиваю сначала флажок. И затем примеряю и также подклеиваю. Так, в одной руке все не удержать. Извините. И подклеиваю сам флажок. Даю закрепиться. Конечно же, подрезаем края. Можно один больше, другой меньше. Или оба длинные. Это как вам нравится. И обязательно обжигаем. И нам осталось подклеить цветок. Смотрим расположение. Вот так он лучше смотрится. Так, что-то у меня клей с другой стороны сегодня. Так все никак не могу привыкнуть. Наношу клей. И подклеиваю сам цветок. И даю закрепиться. И можно добавить несколько страз среднего размера на сам бант. Работаем также. Наносим клей. Ловим паутинку. Немного ждем. И подклеиваем страз. Здесь уже вы выбираете сами расположение страз. Много на бант не надо добавлять, чтобы не было перебора. Ну и сюда вот один. Надо работать очень аккуратно, что с ленты потом клей не убрать. И вот что у меня получилось.
Я очень довольна результатом. Все просто и легко. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. Как я уже говорила, в этом комплекте будут игрушки в бархате и в шелке. Но об этом потом. Все подробно будет на канале. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.